Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Так, давайте сегодня, я такое почувствовала в начале расклада, что кто-то крадет вашу энергию. Если вы это чувствуете, вы здесь не просто так. Так что видео не пролистываем и смотрим, что карты будут говорить, потому что реально как будто бы ваша душа и тело кричат о помощи. Как будто бы действительно кто-то крадет твою энергию. И, возможно, даже прямо сейчас. Давайте сорвем маски с этих людей и почистим вашу ауру. Угу. Я это прочувствовала и решила этот расклад именно сделать, даже не открывая пока еще карты. Но сейчас откроем, посмотрим. Думайте о себе, проговорите свое имя и достаем карты. Достаем карты. Лед, закрытость и когда тебе плохо и тяжело, тебя как будто бы игнорируют. Многим кажется, что ты доступный человек. А как... Так с вас тянут эту энергию, реально тянут. Это как и вампиры, но и в то же время вас заставляют... Нет. Слушайте, вас... Ну, я должна сказать, заставляют. Просто вы можете этого не понимать. Такое впечатление, как будто вы скажете, да я сама, да, отдаю, потому что я должна. Я обязана, там, обязан, да, деньги зарабатывать, там, что-то дома делать, вот, ухаживать, там, принести, отнести, ну, не знаю, работать, что-то делать. Но я вижу, что вас как будто бы даже заставляют. Только, может быть, другими посылами, не открыто так пошел и сделал, да, а как-то чувствует вас, этот человек доступен. Всегда можно сказать, можно там спровоцировать ситуацию, и этот человек, это про вас, он всегда справится, исправит, и еще и больше сделает. Ну вот как-то так есть такое, как-то... Смотрите, замечал ли ты, да, я иногда буду говорить ты. Иногда вы, иногда ты. Просто хочется, вот как будто бы вот рядышком сидим. Я уже говорила в раскладе как-то. Замечал ли ты, что в последнее именно время просыпаешься уставшим, уже уставшим, хотя проснулся с утра? Вот смотрите, даже можно так сказать. Если вы вот, любите выпить спиртного чуть-чуть там, да, есть у вас такое, допустим, и вы вот вообще не пили спиртное, но просыпаетесь, как будто бы вы его пили. Либо вы, допустим, выходной был, вы не работали, там все вроде отдохнули, но просыпаетесь после этого, как будто бы вы работали. Здесь как будто бы вы ночью не спали, а разгружали вагоны. Либо что-то болит, либо еле ходите, либо усталость. Вроде бы ничего плохого не происходит, но внутри апатия. Вот какая-то апатия. Нету понимания, что я — это я высшее, а есть понимание, что опять я всем нужен. Вот как-то так, оно вас разбивает. Вы воительница в жизни, дела, которые раньше давались легко, теперь кажутся какой-то неподъемной горой. Как будто бы не вы справились с этой горой, а гора на вас облокотилась, как говорится. Не вы на нее, а она на вас. Вам очень хочется чувствовать себя значимым человеком, которым вы всегда себя чувствовали. Но пришел такой период в вашу жизнь, когда доступность, которая вам не нравилась, потому что доступность, она есть и в плохом понимании, но и в хорошем. Потому что если в плохом, то нет, это не ваше вообще. А вот если в хорошем, да, ко мне можно обратиться, я всегда помогу. Потому что открытое сердце. И сейчас оно как подо льдом, потому что сердце во льду.
потому что вам больно, потому что вас используют, не видя в вас человека, личность, и используют как защиту, как которая всегда сделает, поможет, не знаю, приготовит, зашьет, сбегает, заработает, даст в долг, ну что-то типа этого. Что-то типа этого. Но знаете, что самое неприятное? У вас действительно крадут вашу энергию. И не только люди, которые хотят украсть вашу энергию для своего здоровья, для своего счастья, а именно, к сожалению, даже родственники, которые просто пользуются вами. Ну, здесь так. Чувствуете, что это ваше, давайте смотреть. Если нет, у вас не так, ну, значит, следующий расклад, может быть, будет ваш, и вы там что-то для себя возьмете, да? Но я увидела вот это, я сказала. Знаете, карты показывают. Ну, реально, как будто бы ваша личная матрица истощена. Это не усталость от работы. Вы можете много дорог пройти, где-то пешком там обойти с утра до вечера или до обеда, но вы походить можете. Да, ножки могут и болеть, но все равно, когда есть свой импульс, свое желание, вы это можете сделать. Если, конечно, у вас больные ноги, да, ножки, ну, значит, немножко по-другому вы оцениваете свой день, там, планируете. Когда действительно вы чем-то заняты, и вам это нравится, вы не так уж и устаете. А даже если устали, то поспали, выспались, и опять супер. А вот тут другое что-то. Тут что-то другое. Тут действительно как матрица истощена. И не просто усталость реально от работы. В окружении близком есть человек, сейчас, отторжение, да, отторжение, бездействие. Человек, который, ну вот как вот эти вены, он как будто подключился к вашему энергетическому каналу. И, ну, давайте так скажу, медленно, капля за каплей выпивает твою жизненную силу, твою удачу, твою красоту. Вот прошлый расклад, да, до этого расклада было, ну, такое, что да, там вообще супер расклад. Можете вернуться, да, и посмотреть его, и вы многое там еще раз возьмете. Многое поддержки, защиты, там действительно сильная сила в том раскладе. А здесь именно надо вытянуть вот в этом раскладе человека, который действительно выпивает вашу жизненную силу. Надо вытянуть его, потому что вы остаетесь в каком-то вечном бездействии, хотя делаете много, но не получаете ничего. Может, даже и красоту. И удачу, и силу, и красоту. Как будто бы забирает. Как будто бы вы просто вот если год назад выглядели на 10 лет моложе, то сегодня уже, может быть, и не выглядите так. Хотя можно это все восстановить. Ты отдаешь, а другой человек расцветает. Ну, давайте снимем маски, да? Посмотрим, кто этот тайный паразит. Отшельник. Ну, можно сказать, что отшельник, да. Тайный паразит, потому что вы не знаете, с кем он общается, кому он. Он вообще никому не доверяет. Он, может, и общается кучу с кем. Но вот этот вот тайный паразит, этот таракан-отшельник, да, есть такой в вашей жизни. А вы, давайте я сейчас карты достану и скажу, что вижу.
И вы, наверное, узнаете, скорее всего, вы узнаете, что это за человек. И улыбаться, говорить красиво, и в то же время наказывать, да, либо говорить гадости за спиной, либо в глаза. У этого человека очень специфический взгляд. Когда он смотрит, ну, на тебя, да, допустим, так, у тебя подсознательно возникает желание скрестить руки на груди или отвести глаза. Есть такое? Ну, как будто бы вот вы разговариваете и отводите глаза. Не на него смотрите, а он как будто отталкивает вот этой стрелой, да. Вроде бы все хорошо, но его энергетика отталкивает, и вы отводите глаза от этого человека, когда разговариваете. Либо скрещиваете руки реально, автоматически, неосознанно. Вот такой человек. Что еще про тебя? Сила замка. Сила и замок, да? Есть такое, что на его лице часто играет маска. Ну, как вот, знаете, как закрыть ключом дверь, в которую могут войти плохие там люди, воришки. На его лице часто играет маска чрезмерной заботы, но есть легкая ухмылка. Есть такое. Когда у тебя происходит что-то хорошее, в его глазах на долю секунды мелькает холодная тень, которую он тут же прячет за фальшивой улыбкой, потому что его сила ему важнее, его удача ему важнее. Он не хочет показывать себя открыто. Он выбирает какое-то такое, знаете, поведение, что он лучше будет говорить о себе, своих проблемах, о каких-то своих путях на будущее. Он может говорить и о другом чем-то, да, о других людях, но это все как будто бы идет в негативном ключе, чтобы вы его пожалели или ее, этого человека, что вроде дороги закрыты, а вот тебе я всегда помогу. Я тебя закрою, у меня есть сила, но и в то же время у меня нет силы, потому что мне тоже надо что-то. Ну, что-то такое вот есть. Он любит давать советы, в паутину вгоняя вас. Вот. Он любит, чтобы на него тратили свое время, но иногда может критиковать за покупки, за планы, за внешний вид и даже подкалывать. И может говорить: ну я же любя, я же добра тебе желаю. Вот это его слова, затягивая вас в паутину. Он делает вам, этот человек, она, он, да, больно, но больно потом, не сразу, когда он рядом. Потом, через время, когда вы уходите, расходитесь, или где-то вы находитесь в разных местах, в комнатах, может быть, в городах даже, смотря как, кого вы сейчас вот увидели в этом описании, да, вот тогда вам становится как-то болезненно, больно. Вы даже можете заболеть после разговора с ним. Кто в последнее время звонил, либо вы разговаривали с ним о каких-то личных вопросах, делах, да, о своих родных. Но здесь идет как сущность. Просился, кто к вам просился в гости? Кто переступал порог твоего дома? Кто крутился возле твоих личных вещей? Кто-то просил одолжить какую-то мелочь, которую, возможно, и так и не вернул, может быть, даже, да, этот человек. Или слишком долго удерживал тебя в разговоре по телефону, просто говорили полчаса или сколько-то время, хотя вы говорили, что заняты, а все равно, ну да, и опять какая-то новый поворот, да. Вот этот человек, он физически не может находиться далеко, но ему приходится иногда. А вот
энергетически он просто зацеплен за твою энергию, и его собственная жизнь кажется ему серой и пустой, если он не будет пить с вас эту энергию. Я думаю, вы поняли эту сущность. Я думаю, вы поняли, кто это. Вам нельзя больше терпеть этого. Иначе этот крадник полностью заблокирует твои дороги и к деньгам, здоровью и вообще. Смотрите, я тут вижу два пути. Мост наверх. Ну, я вижу два пути. Как раз и пути выходят, да? Смотрите, первое — это в ваших руках. Просто успокоить себя и не давать кому-то ездить у вас на шее. Вот и все. Это обыденность. Это просто расслабься. Надо сделают сами, надо конкретно хорошо попросят. Там уже будешь решать. Но есть и другой путь. Чтобы скинуть именно крадника со своей шеи. Чтобы ни деньги, ни здоровье не воровал. Даже если это друг или близкий родственник. Святая вода, умывайтесь. Если вы в это верите, святой водой умывайтесь. Вам очень хорошо, очень сильно это поможет. 3 вечера каждый вечер умывайтесь святой водой перед сном, приходя домой. Вот. И крысы разбегутся, вот эти крадники. Но еще кое-что. Лабиринт. Вам нужно выйти из лабиринта своего, да, в который вас втянули вот эти крысы, на мост своих удач. Смотрите, зайдите, это легко. Зайдите в свои контакты в телефоне или в соцсетях. Всадник — это те, которые с вами разговаривают, это какие-то новости вы от кого-то слышите, это люди, с которыми вы встречаетесь. Зайдите в свои контакты в телефоне или соцсетях. Найдите человека, которого вы сейчас представили, да? Либо, если вы не понимаете примерно, о ком это все-таки, да, что карты сказали. Ну, например, это близкий родственник, коллега, или с которым надо работать, но найдите его последнее сообщение. Закройте глаза и представьте его лицо. Если вы представили или увидели какую-то стенку между этим человеком и вами, вот, скорее всего, это он человек. Если все легко и ничего не ёкнуло, значит, это не он. Вот такое можно еще. Но что-то ненужное в этих сообщениях у вас есть все-таки. Ну, знаете, как расклад общий. Я не могу сказать четко, что у каждого в телефоне, да. Ну, вот эти вот у кого-то контакт, либо сообщение, которое действительно, вот оно как загрязняет ваше пространство. Может, чат, да, какой-то очистить надо. Может быть, просто перевернуть телефон экраном вниз и сказать заклинание. Отсечение. Вот такое вам поможет. Или удалить. Удалить телефон, удалить переписку ненужных людей. Реально ненужных. Если они все-таки еще нужны, то можно сказать вслух заклинание. Переверните телефон реально кверх ногами и вниз экраном. Вот. Если это в компьютере, то компьютер не перевернешь, правильно? Ну, значит, просто откройте этот чат, переписку, эти сообщения и скажите. Или включите то, что я сейчас буду говорить. Реально включите. Даже можно не повторять отдельно, но вот включите эти слова. Вам поможет. Вам реально поможет. Я начинаю. Твое тебе оставлю. Свое себе заберу. Моя сила — мой замок. Чужой зависти на порог не пущу. Все присоски обрываю, свое поле закрываю. Да будет так. Знаете, здесь есть замок,
который реально должен быть в ваших руках, а не в чьих-то. Что он там то открывает, то закрывает. Нет, оно ваше. На порог свой, да, не пустите, может, не этого человека, а просто эту энергию воровства. Присоски, да, присасывается сообщениями, разговорами, взглядом и еще чем-то. Обрываете. Да будет так. Ну вот повторюсь еще раз. Твое тебе оставлю, свое себе заберу. Моя сила — мой замок. Чужой зависти на порог не пущу. Все присоски обрываю, свое поле закрываю. Да будет так. После этого обязательно пойдите и опять же вымойте руки по локоть проточной водой. Представляю, как с тебя стекает весь этот чужой, липкий, присосочный, да, негатив. Все, ваши дороги будут открыты. Вы выходите из лабиринта. Ну а теперь давайте посмотрим самое интересное. Эффект бумеранга. Башня. Гора. Совы. Все, что говорилось, все, что делалось, все, как на вас смотрели, за спиной либо в глаза, переписки, звонки, все идет под гору, потому что как бы эта гора — это препятствие к нормальной жизни. Если в ваш дом была какая-то напущенная плохая ситуация и гадость еще какая-то, то это все идет как под гору. Вроде как вот что-то тяжелое наступает. И вот эта гора, как стена, образуется между вами и человеком, который действительно будет получать обраточку бумеранговую в свою жизнь. Это он будет там теперь страдать или она, да? И вы, наоборот, будете возрождаться. Вот такое вот. Для кого это важно, делайте. Бумеранг настигнет, реально настигнет этого человека моментально. Вот. После того, как вы это сделаете. После того, как вы это прослушаете даже. Вот здесь на Ютубе, у меня только на Ютубе прослушаете и получите свое. Вот. В течение ближайших 24. Так, подождите-ка. Посмотрю вот этой. Оп. Да, из прошлого, излечение и становление все на свое место, как отрубание. Еще и вот этот человек получает, как отшельник. Как отшельник, он там сам по себе со своими интересными огоньками, как говорится. Да, точно так. Ближайшие 24-48 часов этот человек обязательно проявится, либо ему там очень станет не по себе. Даже если не проявится, он заболеет, либо он будет очень чувствовать себя плохо, либо даже, извините за слова, его вырвет. Вот что-то вроде этого. Либо проявится. Он либо внезапно позвонит, либо без всякой причины напишет, придет. Привет, как дела? Что у тебя происходит? Что-то я о тебе вспомнила, да? Либо случайно встретит на улице. Просто даже взглядом столкнетесь, не столкнетесь, но пройдете мимо. Может быть, и так будет. Знайте, что обраточка сработала, и вы выходите действительно на свою нормальную жизнь, где будете чувствовать себя все лучше и лучше. Кстати, с каждым раскладом будем это делать. Именно что-то новенькое, чтобы усовершенствовать, чтобы подтянуть, чтобы действительно где-то очистить, когда почувствуете, что это ваше. Приходите на расклады на Ютубе. Вот, Ананки Тарот у меня канал, да? Приходите. Вот. Что еще по картам здесь? Карты скажут напоследок. Ну, в принципе, защита идет, защита срабатывает. Это прекрасно.
Ого-го-го, ведьма свое получит, или ведьмак, да, или кто он там, просто, может быть, и человек просто с завистью. Но оно сработает, потому что вы сами воин в этой жизни, и вы справитесь вот со всем, что тут сказали карты. Кстати, этот человек, да, может пристально на вас посмотреть, но ничего не получится, идет очищение. Идет уже очищение. В этот момент вы должны уже чувствовать, как к тебе возвращается твоя сила. Тебе станет невероятно легко дышать сейчас, а особенно если действительно этот человек попытается проявиться, и разольется тепло по телу, а у него наоборот поникнут плечи, и он вздрогнет, как будто бы ему вдруг станет холодно. Угу. Ну, вроде бы все. Что еще? Правосудие, справедливость выскочила. Ну, с этим раскладом, я думаю, ты почувствовал, как внутри тебя прямо сейчас что-то откликнулось, а? Ну, по справедливости 100%. Это твое высшее «я» говорит, которое украли у тебя. Это говорит твое высшее «я». Да, это я возвращаю свое. Вот так вот. Ну и как всегда скажу, раз такие карты вышли, да, по справедливости, как всегда говорю, поставьте окончательную печать защиты на свое поле. Запустите этот бумеранг в действие. Напишите в комментариях под этим видео мощное кодовое слово «Мои границы под замком». Ну и запечатайте свою энергию. Опять же, как всегда, да, можете кому-то послать это видео, чтобы кто-то еще посмотрел. Можете просто поставить лайк. Вот. Но обязательно у вас все получится. И получится в очень сильную и правильную сторону. Ну и, кстати, наблюдайте, реально наблюдайте. Кто первый сорвется и начнет тебе обрывать телефон. Ну, может, конечно, кто-то и перегонит, там, хороший человек, но все равно кто-то вот что-то как телефон, либо встретитесь, либо действительно там где-то ему станет плоховато. Через время, может, узнаете даже об этом. Но все равно процесс запущен. Удачи вам! Удачи вам! Вы под защитой. Однозначно. Вы под защитой. Однозначно. Все. Не пропускайте следующее видео. Давайте посмотрим, что там еще карты скажут. И на связи. Да? На связи. Всего доброго-доброго.